Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые партнеры, уважаемые молодые ученые. Приветствую вас на летней школе, которая посвящена актуальнейшей проблеме Центральной Азии, наркомании, и именно оказанию помощи лицам, страдающим наркоманией. Так, сегодня я бы хотела вам рассказать о роли социальной работы и НПО в лечении наркозависимых расстройств в Кыргызской Республике. Я представляю Бишкекский государственный университет имени Хусейна Карасаева, Мусаева Нургуль, являюсь заведующей кафедрой социальной работы и практической психологии. Прежде я хотела бы рассказать, что я поделила нашу тему на 3 подтемы. Это первый вопрос – актуальные вопросы профилактики наркомании в Кыргызстане. Вторая тема – социальная работа с наркозависимыми в Кыргызстане. И в-третьих, хотела бы остановиться на роли НПО в лечении наркозависимых лиц в Кыргызстане. Так, сейчас хотела бы рассказать, что такое социальная работа. Несколько слов. Социальная работа – это очень широкая профессия, актуальнейшая, востребованная в современном Кыргызстане профессия, потому что в помощи социального работника нуждаются очень много категорий населения. Как говорится в одном из учебников авторов Райкуса и Хьюса, социальная работа – это удивительная профессия. Это религия без теологии и философия без парадигмы. Социальная работа как профессия системы человек-человек опирается на свои профессиональные ценности, принципы работы с людьми. Она возникла не на пустом месте, а имеет очень длительный исторический путь, опирается на традиции взаимопомощи, на систему заботы о человеке, общечеловеческих ценностях милосердия и благотворительности. И сейчас социальная работа имеет очень разветвленную структуру и охватывает почти все категории населения. Конечно, социальная работа в каждой стране имеет свою специфику реализации, специфику развития. Я хотела бы остановиться на социальной работе, что под ней подразумевается именно в Кыргызстане. В законе Кыргызской Республики, которое принято в 2001 году о социальном обслуживании населения, принято такое определение. Социальная работа – это форма государственного и негосударственного воздействия на человека, группу людей с целью оказания им социально-медицинской, социально-педагогической, психологической, социально-правовой помощи для обеспечения соответствующего уровня жизни и активизации их собственных возможностей для преодоления жизненных трудностей. И в этом законе отмечено 25 категорий населения, которые могут являться клиентами социальной работы. Среди них есть, конечно, в первую очередь дети, семьи, лица с инвалидностью. И также хотела бы отметить, что этот закон включает и следующие категории лиц, которые тоже считаются по закону клиентами социальной работы. Это граждане, страдающие наркоманией и алкоголизмом, граждане, страдающие неизлечимыми заболеваниями и больные СПИДом, граждане, освободившиеся из исправительных учреждений, лица, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях, лица без определенного места жительства, лица, в отношении которых применены уголовные наказания, не связанные с изоляцией общества и принудительные меры уголовно-правового воздействия, и граждане, подвергшиеся физическому и психическому насилию. Так, роль социальной работы очень огромна. Она играет на уровне первичной профилактики, вторичной профилактики и третичной профилактики. Но особую роль
играет на уровне первичной профилактики. И что же делается в этом плане в Кыргызстане? Для того, чтобы предотвратить наркоманию или алкогольную зависимость, основной акцент, основную работу проводят социальные педагоги школ Кыргызстана. Социальные педагоги, что они делают? Они систематически проводят противонаркотическую воспитательную работу с подростками. Активно очень идет информационная работа о причинах, формах и последствиях злоупотребления наркотическими средствами. Также акцент делается на формирование здорового образа жизни и трезвеннических установок у подрастающего поколения. Также, если вдруг есть целевая с группой риска в какой-то школе, да, то тогда определяется группа риска и оказывается соответствующая помощь в преодолении проблемы. Также традицией стало проводить регулярно и систематично проводить групповые и индивидуальные занятия, тренинги, потому что это является причиной, если у ребенка стресс, если у ребенка депрессия, если низкая самооценка, неуверенность, да, это те факторы, которые могут подтолкнуть ребенка к употреблению именно наркотических или алкогольных средств. И эти тренинги направлены на развитие навыков социальной адаптации, психологической саморегуляции, повышение устойчивости к стрессам, уверенности в себе, повышение самооценки, формирование жизненных целей и отказа от вредных привычек и так далее. И на данные мероприятия в средние общеобразовательные учреждения приглашаются эксперты, психологи, медики, юристы и так далее. И вот часто проводятся гостевые лекции, гостевые занятия, диспуты, беседы с привлечением специалистов-практиков. Это могут быть медики, юристы, психологи, психотерапевты, педагоги или же известные видные люди. И целью этих лекций, бесед могут быть объяснения последствий злоупотребления наркотиками и алкоголем и как можно преодолеть возникшие трудные жизненные ситуации. Вся эта работа социальных педагогов опирается на приказ Министерства образования Кыргызской Республики от 30 августа 2009 года. Согласно этому приказу, в планах школы, социального педагога, именно районных отделений образования и также Министерства образования должны быть систематически проведены такие виды профилактических работ. Также одним из важных документов, на которые опираются социальные педагоги и социальные работники на уровне местных самоуправлений, является положение о порядке выявления и выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он принят и хорошо работает с 2015 года. Согласно этому положению разработана технология кейс-менеджмент, и это активно по сей день работает, согласно которому не только социальный педагог или социальный работник, но и медицинский работник, инспектор по делам несовершеннолетних, специалисты именно системы защиты ребенка, представители религиозных, может быть, организаций, кризисных центров, неправительственных организаций. И вся общественная структура должна быть вовлечена именно в работу, которая направлена на социальное сопровождение детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Вот вы видите положение, этим положением руководствуются не только социальные работники, но и медики, инспектора по делам несовершеннолетних, социальные педагоги и работу именно по профилактике
негативных социальных явлений, в том числе и наркомании, осуществляется именно согласно положению о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Согласно этому положению, все члены междисциплинарной команды, мультидисциплинарной команды должны вместе согласованно работать и составить план социального сопровождения лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Одной из категорий, согласно этому положению, выделено именно дети в конфликте с законом. Согласно данному положению или согласно кодексу о детях, дети в конфликте с законом – это все лица моложе 18 лет, вступающие в контакт с системой правосудия в качестве подозреваемых или обвиняемых в совершении правонарушений. Согласно положению разработан конкретный алгоритм действий социального работника, специалиста по социальной работе, социального педагога, инспектора по делам несовершеннолетних, психолога и медицинского работника, который идет, например, по следующей последовательности. Допустим, нашелся ребенок с девиантным поведением и выявили ребенка. Дальше осуществляется регулярная, систематическая, последовательная работа с семьей или же с ближайшим окружением этого ребенка. Далее выясняются, исследуются причины именно возникновения этой проблемы. Почему, например, у ребенка вырос склонность к употреблению психоактивных веществ, почему он стал употреблять алкоголь, какая группа, в какую субкультуру вошел, в субгруппу и так далее. Затем всесторонне, совместно с участием всех специалистов оценивается оценка ситуации, оценка проблем и оцениваются потребности семьи или человека или ребенка, который попал в трудную жизненную ситуацию. Дальше специалисты совместно разработают план социального сопровождения ребенка, и со стороны специалистов по социальной работе и социальных педагогов должна быть собрана максимум информации о том, которые послужили бы в пользу именно в защиту прав ребенка или несовершеннолетнего. Также в случае необходимости будут привлечены адвокаты, юристы, консультанты именно по реабилитации деликвентного поведения ребенка. Также должен быть запланирован систематический мониторинг, ежедневный, еженедельный, ежемесячный, по дальнейшему регулированию процесса социального сопровождения. И в последнюю очередь, конечно же, акцент будет делаться на реабилитацию и реинтеграцию ребенка именно в социуме, по именно ликвидации негативных последствий этого поведения и по возвращению ребенка в нормальное в общество, в нормальную жизнь. Если у кого-то, у специалистов на уровне местного самоуправления или социальных педагогов возникнет вопрос в плане юридической помощи, они не знают, что делать в этом плане, как выйти из ситуации. То есть работает сайт, юридическая помощь называется, при Министерстве юстиции Кыргызской Республики. И вы видите сайт, и они могут здесь получить максимум информации, где можно получить бесплатную юридическую помощь. Также в каждом айлык-мүтү в местном самоуправлении сидит по одному юристу-консультанту, который оказывает бесплатную помощь для всех жителей Кыргызстана. Также в плане профилактики можно отметить деятельность разных общественных фондов, молодежных инициатив, неправительственных организаций, средств массовой информации, которые проводят различного рода кампании, акции
и информационные какие-то мероприятия. Это, например, вот поддерживает молодежь, мы за здоровый Кыргызстан, так, выставка, что люди говорят, наркотики под видом сладостей и так далее, да, то есть скажем нет, за здоровый образ жизни и так далее, в которых делается упор на развитие системы семейных ценностей. Вот сейчас на этом вот актуальность, я надеюсь, социальной работы мы подчеркнули. Спасибо за внимание.